И снова с вами русский сумасшедший пилот. Привет! Сегодня коротко хочу рассказать вам про наиболее интересную фишку этого дрона. До знаходе должен быть кратким, как команда. Речь пойдет про интеллектуальные возможности трекинга. По-русски говоря, режимы слежения. Когда дрон следует за вами и при этом, что самое интересное, держит вас постоянно в центре кадра. Понамусорят, понимаешь, и ходишь потом убираешь за ними. Также специально для лепреконцев отвечу на вопрос, можно ли на этот дрон снимать свой блог. Или влог, как правильнее будет. Поехали! Так вот, режимов трекинга у нас 3. Первое, самое интересное, это динамик трекинг. То есть динамический трекинг, который позволяет следить за вами в произвольном формате. Дрон облетает вас как угодно, со всех сторон, в зависимости от того, как вы двигаетесь. Второй режим трекинга – это parallel tracking, то есть параллельный трекинг, когда дрон двигается параллельно с вами и снимает вас сбоку. И третий режим трекинга – это tripod трекинг, когда дрон стоит на одном месте, прибитый гвоздем, и вращается вокруг своей оси, когда вы двигаетесь относительно его, при этом отслеживая ваше лицо или вас, где вы находитесь. Про режимы съемки Hyperlapse, Orbit, Smart Orbit, Viewpoint поговорим в следующий раз. Иначе времени на отдых не останется. Начнем с динамического трекинга. Это наиболее интересный и эффектный режим, на мой взгляд. Когда я первый раз увидел, как он действует, когда дрон неожиданно меняет свое местоположение относительно объекта, который он снимает, для меня это было полной неожиданностью и вызвало дикий восторг. И делает он это настолько быстро, ловко и эффективно, что вряд ли хоть один оператор сможет проделать то же самое в ручном режиме, при этом удерживая вас в центре кадра. Это огонь. Сейчас вы видите работу режима Dynamic Tracking, то есть дрон летит со мной и сопровождает меня, когда я иду по лесу. При этом достаточно много вокруг мелких веток, деревья вокруг. Он справляется и достаточно ловко все это облетает. Здесь вот условия посложнее, посмотрим. Да, когда дрон преследует тебя в таком ракурсе, при этом не сталкиваясь с деревьями, с ветками, получается очень интересно. Это работа режима Dynamic Tracking. Давайте посмотрим его еще в другом месте, где много деревьев лиственных, которые без листьев, тоже с огромным количеством веток, как и здесь. Воу! Сейчас посмотрим. Фантастика, конечно.
Все, потерял. Вот интересно, я отхожу, а он достаточно уверенно так от меня отлетает, но не загоняется в угол. Облетает деревья. Прикольно, прям мне это нравится. А если я пойду в эту сторону, что ты будешь делать, дружочек, а? Нет, смотри, он возвращается за мной. Да-да-да-да. Так, ну в такие не проедет, наверное. А вот если вот сюда пойти. Ну пролезай, пролезай. Много веток вокруг. Тут целые арки, через которые он пролетает, в принципе, достаточно уверенно. Короче, Dynamic Track очень интересный режим. И прикольно то, что я могу менять высоту выше, ниже, отлетать даже немножечко можно. Ну, то есть стики работают практически все. Можно даже делать вот такие облеты по кругу, и он, ну, то есть я веду его просто влево или вправо, а он летит вокруг и при этом фиксирует меня. То есть если оператор какой-то снимает кого-то, то можно очень эффективно держать в кадре объект и при этом разнопланово его облетать со всех сторон. Ну все, наверное, Dynamic Track, на этом можно остановиться. Интересно будет попробовать еще на горках поснимать горнолыжников и прочих там товарищей. Очень близко пролетает, прямо вот возле веток. Давай ближе. Ой, елки! Миллиметражи вообще, вот он подлетает к этим веткам, там буквально в полуметре от них останавливается, ее с ума сойти. Окей, тест прошли на горизонтальной поверхности. Наиболее интересный вопрос, сможет ли этот дрон отслеживать лыжника, который спускается по склону, и при этом вместе с ним скидывать высоту. Я не видел ни в одном обзоре, чтобы были какие-то примеры или кто-то проводил это тестирование. Поэтому я думаю, сегодня мы обязательно это сделаем. И для этого мы поедем на горнолыжную трассу Каштаг. Итак, сейчас мы едем на Каштаг. Это горнолыжный комплекс в Красноярске. Он достаточно небольшой. Я надеюсь, что в воскресенье там не будет такого скопления народу, как на горнолыжке Бобровый Лог. Едем. Ну вот, мы поднялись метров на 100 на склон горнолыжной трассы Каштаг. И для тестирования свойств трекинга этого дрона нам помогут мои друзья Андрей и его сын Алексей. Готовы? Точно так, обязательно. Готовы. Посмотрим, как он вас оттречит. Так. Поехали. Старт рекординг.
Потерялся, да? Нет, еще следит. Как видите, дрон уверенно сбрасывает высоту, несмотря на отрицательные цифры. Следит. Неужто до низу доедет? Я попросил Андрея ехать не очень быстро. Он спросил, с какой скоростью. Попросил ехать 36 км в час. И, как оказалось, у него это неплохо получается. После чипирования от ковида скорость чувствует очень хорошо. В итоге дрон вместе с Андреем успешно спускается до самого низа. И только тут при резкой смене ракурса теряет объект. Все, потерял. Потерял. Не замерзла? Нет. Тут у нас прохладно в трубе-то. Снимаю с дрона, просто проверял, то есть будет следить, не будет. За вами послежу. Поедете вниз? Конечно, с удовольствием. Как лучше? По какой стороне? А по этой, ну, широко, максимально, как хотите. То есть, в принципе, мне интересно просто. Добро. Секунду. Можно? Можно? Стой! Да, нормально, нормально. Перехватил. Опа. Все, потерял. Старт рекординг. Поехали потихонечку, поехали. Заедешь на горочку, на лесную. Не потерял, смотри-ка, пролетел через лес и за ним пошел дальше. Круто. И снова снижение теряется на резкой смене траектории дрона и камеры. Старт рекординг. С горнолыжкой закончили. Давайте глянем, как облетается в режиме Dynamic Track человек, если есть рядом другие люди. Ага, перехватил. Ну вот, при большом количестве целей для слежения дрон может путать их, перескакивать с одной на другую и просто терять. Как видите, в режиме Dynamic Track он может следить за лыжниками, может спускаться с горы и, в принципе, следит достаточно неплохо. Но если лыжник ускоряется, конечно, он в конечном итоге его теряет. И резкие развороты также приводят к потере. Хотя в данной ситуации он достаточно интересно проскочил между елок, когда Андрей заскочил там на небольшой пригорочек, проскочив между елочек.
Я даже не ожидал, что он его оттречит там. И потом, когда он его потерял в какой-то момент, он его опять отхватил и полетел за ним дальше. Прикольно. Ну а сейчас посмотрим, как работает режим Parallel Tracking. Параллельный трекинг. Так, ну, режим Parallel Tracking наиболее интересен у нас тогда, когда мы снимаем какие-то объекты, движущиеся сбоку, для машин и других видов транспорта. Это очень эффектно, красиво. При съемке с микроавтобусом у меня не записался экран приложения, поэтому покажу вам только интересные и критичные моменты, где дрон терял объект. На МТшной резине получается немножечко скользко, поэтому, чтобы нам тут не встрять, включим полный привод. Вот, машина поменяла позицию, дрон тоже. Ой. Что-то мы там зацепились за веточки. Зацепился маленько за ветки. Вот здесь сложное место. Потеряшка. Вот здесь он нас и потерял. При разворотах на 360 градусов дрон в режиме параллельного трекинга не всегда справляется с объектом. При развороте передом была кратковременная потеря слежения. Дальше оно восстановилось, но при повороте задом к дрону трекинг потерялся уже совсем. Уехал. Поскольку часть видео непосредственно с приложения у меня похерилась, то решил я выехать еще разочек уже на другой машине. Во-первых, по цвету посмотрим, как белая машина у нас будет фикситься. Во-вторых, опять же посмотрим введение в цветовом профиле лог и без него. Удивительно, но на самом деле автобус у меня хуже фиксируется, чем автомобиль другого типа. А еще можно делать вот так, то есть мы остановились и можем просто двигать стиками дрон вправо-влево, он, соответственно, будет облетать машину и менять ракурс слежения. Надеюсь, сейчас в забор он не впилится. Ух ты, нет, не впилился в забор. Во. Надеюсь, не стащит меня сейчас здесь в кювет. Кувыркаться можно здесь долго. Наклончик есть. Опа! Вот он! Потерял. Тут усложнилось все, и дрон меня очень быстро потерял. Так, как же мне его вернуть? Попробуем еще раз. Все, зафиксились, да? А можно его дальше отвести?
Ух ты! Вот такой вот пятачок. Тут не кувыркнуться бы. Попробую вам показать, какое тут веселое место. Да, дрон отдаляется, в принципе. И вот я могу его... Это в режиме Parallel Track. То есть здесь достаточно тупиковый такой участок. Оп. А там ветки, дрона я не вижу. Ладно, попробуем отъехать назад немножко и развернуться. Это в режиме лок. Ну, в принципе, если он в режиме лок эту машину ведет нормально, значит, и в обычном режиме, в цветовом, он тоже будет ее вести нормально. Так, это у нас получается уже не Parallel Track. Опаньки! Приехали. Эй, help, не может он пробиться вперед. Давайте назад маленько. Стоп. Вот так вот, наверное, будет лучше. Стоп. Немножко назад. Тыкаем. Раз, два, три. Поймает. Поймал. Поехали опять. Странно, но вот белую машину, как это ни парадоксально, маленький белый автомобильчик, этот дрон ведет лучше, чем большой темно-синий автобус, на котором я ездил в прошлый раз. Автобус он неоднократно. Хотя вот здесь, в этой локации, и автобус, в принципе, фиксировался неплохо. Вот сейчас я его веду вручную, то есть просто стик вправо даванул, и он летит у меня вправо, при этом как бы по радиусу облетая машину. Вот интересно, а здесь, вот когда увидел забор, он полетел вдоль забора. А сейчас вот перемахнул его. И может приподнять его повыше. Можно же и поднять. То есть работают стики и вверх, и вниз, в том числе, и влево-вправо, и вперед-назад, то есть приближает и удаляет от объекта. Даже в процессе трассировки это можно делать. Вот. Короче, фишка интересная. И тречить можно. То есть интересно, что разные объекты он тречит по-разному. Ой, сейчас опять залетим куда-нибудь. В прошлый раз я залетел в эти деревья, и он меня тоже потерял. Пытался там сопроводить дальше, но натыкаясь на деревья, он в конечном итоге останавливается, датчики спасают, и потом трекинг отключается. Вот, я чуть немножко отъехал, и машину он снова увидел, можно его подвести ближе значительно, потому что сейчас он на большом удалении у меня, вот он продолжает ее фиксировать. Тыкнем по ней. Вот я вижу дрон, еще ближе и ниже. Вот сейчас вручную его подвожу ближе и опускаю, в это время он машину зафиксировал. Все, едем вперед. И все, дрон продолжает слежение, то есть вообще без проблем. А вот теперь покрутимся. Когда я крутился на автобусе, он автобус терял у меня из виду. И как-то постоянно, когда я разворачивался к машине лицом, вернее, к дрону передом автомобиля, он терял на какое-то мгновение объект.
и потом снова хватал его. А этот маленький автомобильчик он держит в фокусе постоянно и намного лучше, чем большую Делику, Mitsubishi Delica, на которой я ездил в прошлый раз. Удивительно. И несмотря на то, что он белого цвета, даже в режиме в цветовом профиле лок он отлично. А теперь попробуем человеков. Тоже в режиме лок. Ну вот, получается. Вот сейчас вправо-влево за мной гоняет он. Пытается подлететь, а если я вот так вот наполовину, а если вышел целиком, и он меня сразу зафиксил. За машину, если встал. В динамик трекинге он, конечно, облетает и следит за объектом, а тут вот я вроде потерял бедненький. Все, и потерял совсем. Давайте переключимся в динамик трек, посмотрим, как он еще работает в динамик трекинге. Ну, тут он уже сам, короче, вот подлетает, все, я ничего не делаю. Не хочет, вот вплотную подхожу к машине, прячусь за нее. Он меня облетает все равно и опять фиксирует. Ну, то есть трекинг, в принципе, реализован здорово. Мне нравится, как это сделано. И точно так же в режиме динамик трекинг можно дрон опускать, поднимать. При этом я остаюсь в кадре до сих пор, да. Вот. И точно так же могу двигать его вправо-влево, и он делает как будто облет по кругу, зафиксировав меня как цель. Hello. Ну что же, отлично. И когда я подхожу к нему, соответственно, он пытается от меня убежать. При этом фиксируя все препятствия, которые попадаются у него на пути. В лес я сегодня уже загонять его не буду. Параллельный трекинг и динамик трекинг работают у нас отлично. Есть нюансы. Еще раз напомню, что максимальное разрешение 4К 30 кадров в секунду. Больше не получится. Все остальное, в принципе, работает. Лок у нас тоже работает. Короче, разные объекты фиксирует он по-разному. Но в общем и целом тречит очень хорошо. Также, если встречаются пересекающиеся объекты, допустим, дополнительно какой-то транспорт обгоняет или двигается параллельно в некоторых ракурсах, или люди проходят, пересекают друг друга, то дрон может либо переключиться на другой объект, ну это бывает нечасто, но такое у меня случалось, либо просто потерять свой объект, который он ведет. Видимо, количество объектов, когда возрастает, ему становится тяжелее думать, и он говорит: парни, я не знаю, за кем следить, и бросает всю эту затею. Поехали. Старт рекординг. Стой. Ну, сейчас как говоришь. Что? Поехали. Держи его, соломинка, держи. Стой. Да что такое? Да видишь, не может. Ветки не дают. Ну. И да, что столько суеты вокруг съемки влог? Я столкнулся с этой проблемой тоже, но она заключается вообще в локации. Потому что конкретно в этой локации, даже в обычном цветовом профиле, трекинг идет, ну, может быть, чуточку лучше.
А как тречится белая машина на снегу, вы уже видели чуть раньше. Старт рекординг. Поехали потихоньку. Ну, лови, лови, лови. Что ловить? Да я ему говорю. Сука, потерял опять. Притормози. Не может. А, все, поехали. Поймал. Опять потерял. Ой, теряет, еще жесть. Стой, стой, стой. Да что ж такое-то все? Все, остановись. Ну и режим Tripod Track говорит сам за себя. Я могу перемещаться относительно дрона в любом направлении. И если я рядом с ним, то он следит за мной достаточно хорошо. При этом я могу менять стиками высоту расположения дрона, опускать его выше, либо поднимать ниже. Короче, нормальный режим, в котором можно отлично снимать себя любимого в роли ведущего какой-то программы. Ну а теперь специально для лепреконцев. Помню, было мне 10 лет, и я копил на новый велосипед. О чем это я? В комментариях увидел вопрос от лидера группы Лепреконцы Ильи Митько. Было неожиданно, но в то же время очень приятно. Вопрос состоял в том, можно ли снимать на этот дрон свой блог. Это послужило неплохим пинком для того, чтобы я все-таки собрался и сделал этот ролик по вопросам трекинга. И после его просмотра, я думаю, можно будет уже ответить себе на этот вопрос и решить для себя, можно ли это делать или нет. Практически весь материал для этого ролика я отснял как раз на этот дрон в режимах Dynamic Tracking и Tripod Tracking. Если вам было интересно и вы почерпнули что-то полезное из этого ролика, ставим лайк, подписываемся на канал для того, чтобы не пропустить следующие ролики. И до новых встреч! Пока!